В последнее время у меня была идея придумать какой-то формат, чтобы каждый человек мог понять, о чем мы говорим. И вот сегодня именно с зоны живота, какие здесь конкретные жизненные ситуации, жизненные прогоны сидят, как они влияют на вашу жизнь, как они ограничивают вашу жизнь и как от них непосредственно избавиться. Вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр Российский. Это Ирина. Погнали. Во-первых, хочу сказать, что живот – это такая зона, которая, на мой взгляд, она максимально сильно влияет на поведение человека. Потому что, когда мы говорим про человека, про его поведение и так далее, мы имеем в виду именно его социальную жизнь. То есть никогда он остается один на один с собой дома, это грудь. Никогда он, например, там сидит, и ему нужны какие-то новые креативные идеи, он не может поймать музу, это череп. А живот – это именно вот вот кто ты такой, как тебя зовут. Вот ты Петя Иванов. И вот этот Петя Иванов, он обладает определенным тем, как его воспринимают другие люди со стороны. И проблема в том, коварность зажимов заключается в том, что сам Петя Иванов, будучи зажимным, поверил, что это он. И сейчас Петя Иванов, получается, находится в такой позиции, что ему плохо. Он понимает, что вот я не могу это, я не могу, например, мне хочется отношений, у меня нет отношений. Я хочу деньги, у меня нет денег. Он это понимает, но он не знает, где в этом корень. Он видит свою жизнь, разделенной на 100 мозаик различных. И вот сегодня, допустим, мы перечислим там 3 из них просто. И вы думаете, что это 3 отдельные ситуации из разных сфер жизни. Психология может им сказать, это низкая самооценка, это наученная там беспомощность, это еще что-то, еще что-то. Разъединили специально, а на самом деле это все просто одно. Это застрявшие импульсы вот в этой зоне живота. Когда ты их убираешь, все вот эти психологические моменты, они автоматически исчезают. То есть, повторяю, в голове нету проблемы, в голову приходит проблема из импульса, убираешь отсюда вот эти вот застрявшие импульсы, зажимы, в голову ничего не приходит, и ты просто кайфуешь. Без всяких аутотренингов, лекций, психотренингов, без ничего. Поехали, давайте сейчас разбирать, что чувствует такой человек, у которого зажимы в животе. Только хочу вот добавить такую ремарочку, что большинство из этих пунктов у вас прям будут вот типа вау, типа Александр прям смотрит как в мою душу, он прям вот у меня точно так же. Но какие-то моменты могут отличаться, потому что это варьируется от того, например, представь, что у одного была семья, где отец был твердый, жесткий и подавливал, а у другого была семья, где отец был, наоборот, тюфяк. Понимаешь, это разные вызовет психологические отклонения, адаптации к жизни. Неважно, если какие-то пункты вас не касаются, поверьте мне, я могу вот написать минимум 100, в которых будет и те, которые больше половины у вас есть. Поехали. То есть первый пункт, пожалуй, самый такой, вот я как вспоминаю из прошлой жизни, самое, что меня мучило, это вот эта вот внутренняя пустота. То есть пустота от того, что ты не знаешь, как себя, кто ты, как себя применить. То есть, что тебе делать в этой жизни, что ты можешь делать в этой жизни. Знаешь, вот такое интересное, какое-то двоичная такая штука. То есть, с одной стороны, ты думаешь о себе, что, блин, я талантливый чувак, я могу все. Но вот как будто бы ты не можешь найти ту точку приложения своей силы, куда приложить, чтобы поехала вот эта телега, понимаешь? Да. И на самом деле, по-настоящему, ты не можешь именно по той причине, что, чтобы вектор вперед шел, да, в рост, тебе нужно понимать, куда толкать. И получается из-за того, что ты полностью запутанный, ты не знаешь, куда толкать, потому что ты не знаешь, кто ты. То есть, чтобы толкать, надо первично понять, кто я, и поняв уже, кто ты по-настоящему, ты можешь уже толкать вот эту вот игру. А ты, соответственно, смотришь, допустим, по сторонам, в своем окружении, и там вот такой, получается, парадокс такой, что тебе кажется, что вот просто каждый, абсолютно каждый человек, он понимает, кто он. Вот этот вот пошел на юридический, закончил. Вот стал вот юристом, адвокатом. Вот этот вот еще там, не знаю, в 18 лет себе придумал карьеру, пошел там типа в ФСБ, все, теперь ФСБшник сидит там на теме. Третий там переехал куда-нибудь за границу. Четвертый вот, то есть как бы каждый как будто изначально уже вот там в переходном возрасте каком-то начинал понимать, что он, для чего он. И я наоборот, да, такой типа 20 там мне сколько, я с армии прихожу, 21 год. Я не то что не понимаю, что я, куда я. У меня как бы в голове как будто бы вот это вот а-ля 16 лет и не заканчивались. То есть я жил вот, получается, в таком мире, в котором вот от тебя требовали всегда учись, не бедокурь, не связывайся с криминалом, то есть как бы не твори плохих дел, просто живи, ходи дома кушай, ходи учись.
И вот так вот я вот отучился, пошел в армию, тоже там отмотылялся, и вот пришел, получается, вот вроде бы как она жизнь, типа, а что делать? То есть тебя не учили, то есть тебе всю жизнь учили чему угодно, биссектриса, дискриминант, валентность, какая-то херня полная. А что делать в жизни? Вот я вот вышел, все, я и это ничего не помню, потому что это в одно ухо влетело, в другое вылетело. И что делать вообще? Время такое, как будто бы надо начинать зарабатывать деньги, как будто бы вроде как уже стыдно сидеть у родителей на шее, как будто бы надо что-то вот как-то суетиться. И знаешь, вот, какие мысли, как обычно люди поступают в такой ситуации? Чаще всего люди, например, если они живут в каком-то маленьком городе, они рвут в большой город. Это такой достаточно распространенный формат пытаться найти себя в жизни. Но дело в том, что я вот про себя говорю опять же, я чувствовал себя как бы ребенком. Вот, например, ребенок в 12 лет, он может поехать в Москву сам? Нет, потому что он как бы, ему страшно, он потерянный, он не знает жизнь, не понимает жизнь. Он не знает, как вообще, вот ничего, как с людьми договариваться, как вообще работает мир, как пользоваться метро, как переходить какие-то перекрестки, вообще ничего. Потому что я родился и прожил в периферии, где 10 тысяч населения. Я не видел мира, мне не показывали его никогда, никто. Я не летал ни разу на самолете, я не знаю, вот нахожусь я в таком положении. И надо что-то делать. И естественно, как бы я не понимаю, как я могу без карты в голове, без понимания, что делать, что-то делать. Соответственно, ты пытаешься как бы хоть что-то найти, вот, допустим, так, из разряда, вот поеду, например, в Москву, и мне бы хотя бы как бы вот какую-то работу, вот что делать, чтобы вот я приехал хотя бы, опять же, как в школу, да, пошел, вот начал ходить, получать какие-то деньги, а там разберешься. Но дело в том, что наша жизнь работает по такому принципу, наоборот, по принципу спонтанности. Соответственно, как раз вот так вот не работает. Вот это сейчас я такой, когда беззажимный, для меня это просто непонятно, наоборот, как это может не получаться. То есть вот я тебе объясню, как я сейчас мыслю, как я сейчас живу. Я просто вот выхожу, и для меня все вот это вот вокруг, это игра и возможности. Каждый человек для меня это как персонаж в компьютерной игре, к которому я могу подойти, нажать на клавишу E на клавиатуре и типа активировать диалог. И типа, это по-английски даже я могу говорить. А по-русски так вообще, типа, здравствуйте, не подскажете, как это? Здравствуйте, туда-сюда. Сидишь где-то в заведении. Как тебя зовут? Туда-сюда. То есть можно вот просто выстраивать вот этот вот, как бы, знаешь, шить этот сценарий этой игры. А знаешь, что такое для зажима? Именно. Вот я о чем и говорю. Сейчас я это могу, потому что я беззажимный. А когда ты зажимный, это преодоление постоянно. да не бывает. Какое же преодоление? Ты так говоришь, как будто это можно преодолеть. Это нельзя преодолеть. Это просто нельзя преодолеть. Это просто ты, вот, давай, вот ты сейчас можешь, зритель, ты можешь сейчас на китайском языке, вот в Китае подойти и на китайском языке с кем-то заговорить? Не можешь. Потому что просто такой функции нету. Я, например, знаешь, про что больше имела в виду? Когда тебе нужно пойти в магазин, нужно пойти на маникюр там или еще куда-то, ты приходишь, ты себя чувствуешь странно, неприятно, ты здороваешься, тихонечко подходишь, обсираешься. Видишь, мы говорим совершенно о разных немножко вещах. Я говорю о конкретике, вот как бы базовых вещах. Ты говоришь о маникюре. Когда ты в такой ситуации, ты не думаешь о никаких маникюрах вообще, их просто в твоей жизни нету. Ты как бы находишься на периоде выживания, ты на периоде вообще как свою личность собрать, понимаешь? То есть как... Ты только переехал? Да неважно, мы же не про то, что переехал. Ты можешь находиться у себя в городе. Просто, ты понимаешь, ты вот в целом, ты не можешь контактировать с людьми. А ведь как бы любые деньги, любые связи, это только идут через контакт с людьми. Ты не можешь как бы вот подойти, вот тебе понравился человек, например, ты не можешь с ним завести диалог. Просто не можешь никак. Ты внутри себя имеешь определенные какой-то мысли, вот ты мыслишь вот так вот, ты думаешь что-то, ты что-то внутри себя промусолил. Ты вот этот внутренний мир, ты не можешь его выразить вовне, наружу, понимаешь? Вот, ребята, вы как бы чувствуете, понимаете, о чем я говорю? То есть ты внутри себя такой думаешь, какая-то даже идея появилась. Ты все равно эту идею не можешь реализовать в жизни. Потому что как ни крути, чтобы любую идею воплотить в жизнь, это нужно сделать определенные шаги, позвонить кому-то, поговорить, встретиться с кем-то, взять где-нибудь какие-то базовый капитал и так далее, и так далее. То есть любое, что тебе нужно как-то вот в жизни выстрелить. Идти на собеседование. Да, и получается, короче, как вот в том, не то что анекдоте, как в той банальной штуке в жизни. Когда ты хочешь устроиться на работу, нужен опыт работы, но где взять опыт работы, когда везде его просят, а ты после института? То есть как бы формально замкнутый круг, тупик. Вот то же самое и тут. Чтобы тебе вырваться из этого всего, тебе нужно стать как бы другим человеком, другой личностью, чтобы стать сильнее, открытее, мощнее, беззажимней. Да. А ты зажимный. Да. И получается, вот в этом-то и парадокс заключается. Вот люди тут и пропадают на этом этапе.
Они не могут вырваться, потому что им как бы нужен апгрейд. Если бы они вот представить так, что вот они стали бы беззажимными, то они бы просто поняли все вот, типа, так это вот так. И типа, а что я тут вообще сидел? А тут же у меня был вот такой-то знакомый. А ну-ка я ему сейчас позвоню. Ага, а тот говорит, ему нужно вот это. А я позвоню тому, сделаю это. И то есть у человека появляются варианты. Понимаешь? А здесь еще вот как ученые недавно доказали, что человек, который находится в хроническом загнанном состоянии, в хроническом стрессе, он мыслит как бы не корой головного мозга, а центром выживания. То есть у него, по сути, включаются рефлексы выживания. И он уже даже там, где, в принципе, мог бы подумать, потащить, у него просто какая-то животная паника. Он просто вот, он как тупой становится, потому что кора наша делает нас личностью, думает и так далее, да. А здесь это как бы вырубается. И вот получается, смотри, да, вот я помню как бы вот эту всю свою ситуацию. Приезжаю я в Москву, просто вот выхожу я на вокзале, и все. И как бы вот еще тогда был киевский, да, я еще с Молдовы тогда приезжал. Просто ты вот выходишь, огромный какой-то невменяемый город, потому что ты все, что видел в этой жизни, это вот 10 тысяч вот эти вот населения, да. Тут просто в горизонт уходят какие-то все люди абсолютно хмурые, на тебя похер всем, погода вообще другая, климат другой, все как бы такое другое, да. Зима еще была, кстати, холодно. И я вот это вот что, куда, как вообще, то есть как в гостиницу там, знаешь, куда-то заселиться. Я даже не знаю, как этот чек-ин происходит, что вообще делает, понимаешь? То есть вот я, если бы другой тип, короче, приезжал там с Волгограда, и вот я стоял его на вот этом вокзале, как вышел, вот я на этой точке плюс-минус 10 метров вот так вот по кругу ходил. И ждал. Да, я приехал в 5 утра, он прилетел в 11 утра. Я 6 часов стоял на ногах, я даже не мог куда-то пойти, там куда-то в кафе рядом или что-то, потому что я не понимал, как это все происходит, понимаешь? То есть у меня не было денег. Маленькая. Да, у меня вот такая каморка в голове, понимаешь? У меня нету денег российских рублей, я не знаю, как они меняются, что делать, как. То есть я не знаю вообще, куда пойти, какие кафе тут, как они, какие, а тут вдруг тут цены какие-то в 10 раз больше. А я не могу спросить, я не могу, короче, все, вот это вот понимаешь, это да? Я сильно понимаю. Да, Вот, загнанность. И то есть мне было проще стоять 6 часов на холоде, в перчатках, вот это шарфе, ходить на месте, чтобы совсем не одубеть, ждать, пока тип придет, чтобы как бы мы вместе с ним уже куда-то двинулись. Вместе, потому что мы вместе пошли в гостиницу, заселились, и все. И как бы я чуть-чуть вот потихонечку, как бы хотя бы первые шаги, вот это вот все. И данный вот этот вот эпизод, он показывает просто, знаешь, как будто бы речь идет о том, что когда ты переезжаешь в другую страну, типа ликбез, как себя вести. Нет, это мы можем провести вот эту вот параллель с абсолютно любыми действиями. С любыми. Как вступить в новые отношения, если ты не знаешь, как их вообще делать, как себя ведут в паре, как вот это делать. Как заниматься сексом, если ты не знаешь, как это вообще все происходит. Нам никакие темы вообще никто никогда ничего не объяснял. И человек, который зажимный, у него отсутствует вот эта вот спонтанность. Как у меня сейчас. Да мне не важно, что я знаю или не знаю. У меня есть крупный стержень, вот эта вот опора, фундамент, с которого я могу даже с первого раза сделать лучше, чем другой человек, который в теме. Потому что есть опора, потому что мне ничего не страшно, потому что мне ничего не стыдно, потому что я могу найти любой язык с любым человеком, потому что у меня нет такого понятия, что ты лучше меня, потому что я понимаю, что типа свою силу, топовость. Вот, но этого не может быть у зажимного человека. У него даже, понимаешь, в чем дело? Зажимный человек даже, который каким-то образом, например, так у него сошлись зажимы, таким вот чудом, что, например, мама его там, папа не любили. И теперь он, чтобы им доказать, вопреки, вот через эту боль начал рыть своим рогом. Он выкопал эту какой-то бизнес себе. Он заработал даже, пусть эти там 100 тысяч долларов, $1 миллион, неважно. Чтобы доказать, что я все-таки могу, зря вы ошибались. И при этом он все тот же никчемный внутри. Да. Понимаешь? Потому что вот я могу тебе, опять же, опираясь на свои вещи. Когда спустя вот эту ситуацию, которую я рассказываю про Москву, когда спустя года 4 или 5 уже, то есть так или иначе жизнь, там какие-то встречи, какое-то что-то как-то закрутилось, в итоге я все-таки дошел до определенного уровня достатка. И вот уже в своем... Ну, я, естественно, вернулся из Москвы в периферию свою и сидел опять дальше в периферии. Потому что там страшно, ну его нахрен. Там большие дяди, тети, а я ребенок. То есть я вернулся обратно. И вот и через эту периферию, там через интернет раскрутился. Онлайн, потому что офлайн я не мог ничего. С людьми я не мог общаться, ничего не мог. И вот, короче, когда я раскрутился, то у меня уже были деньги. То есть, например, средняя зарплата в те времена были у работника где-то вот офиса или работника там где-нибудь на заводе такого более-менее разряда $300. $300. У меня минимум в 10 раз больше. 2-3 тысячи долларов, 100% больше.
И то есть формально, если у тебя вот так вот больше, наверное, бы как бы внутреннее ощущение какого-то достатка должно было появиться, что как бы какое-то превосходство, банально, чисто реализм. Ты заходишь в клуб, там сидят люди, которые зарабатывают в месяц $300. Им нужно кормиться, им нужно что-то делать, а ты приходишь в клуб, у тебя $300 в кармане, чтобы потратить сегодня днем, на этой вечеринке. И это тебе не дает никакого внутреннего чувства, что у тебя все-таки есть деньги, что ты чуть состоялся, что ты как бы чуть-чуть где-то вот по сравнению с другими ты, может быть, и не такой балбес, да? Нет, у тебя это не работает. Потому что, смотрите, любая вот эта информация для зажимного человека, она идет извне. А внутренняя ущербность, боль, она идет импульсами изнутри. А теперь подумай, что быстрее дойдет? Снаружи, через все эти барьеры, там вот так вот, или прямо изнутри оно, и уже внутри тебя, понимаешь, да? Ты даже подумать не успел, проанализировать не успел, уже все, уже ущербность включилась. И, естественно, эту ущербность я единственным образом, как мог тушить, и что я и делал, это вот сюда, поплотнее. Причем так много, чем больше, тем свободней. Ну, как мне казалось. На самом деле это называлось чем больше, тем развязней. Понимаешь, да? Потому что пьяный человек это не про свободный. Пьяный человек это типа, окей, движется. Да, ты, то, что себе было стыдно или нельзя по трезвости, ты типа теперь это можешь. И причем можешь это в гипертрофированной уродливой форме. Понимаешь, да? То есть такой типа, ты, например, был не уверен в себе полностью, зажат, прибухнул плотно, ты наоборот фазан, наоборот лев, типа вот такое, типа как будто ты думаешь, что все тебя любят, ты всем нравишься, знаешь, вот такая шиза. По трезвости ты наоборот думаешь, что никому ты не нужен, а по синьке ты наоборот думаешь, что всем так интересно с тобой и так далее. Ну вот гипертрофированность. Из-за этого приходилось пить всегда, когда контактировал с людьми. Трезвость из-за этого было невозможно, и ну как ты приходишь, я даже не мог представить, например, приходишь ты куда-нибудь в клуб, и что? Ребята, это как бы даже не смешно. То есть ты приходишь, во-первых, это как себя вести, то есть это уже супер стыдно. Это даже, в принципе, вообще страшно было бы прийти туда, даже вот как бы в такое столпотворение людей без синьки, да. Во-вторых, это супер скучно. Ну, то есть, типа, ты как бы тебе это, ты даже не знаешь, как разговаривать, тебе неинтересно банально. Плюс 100% вот это вот окружение, которое у тебя есть, и у тебя тоже, это не только у меня. Это не те люди, которых ты хочешь видеть. Просто ты себе очень успешно врешь. Очень успешно врешь, что ты живешь в том месте, где хочешь, с теми людьми, где хочешь. Это мы поговорим как-нибудь в следующем уроке, таком, в следующем видео, где мы еще поговорим, какие бывают симптомы. И вот ты, получается, да, то есть трезвость это невозможно. Тебе по-любому нужно накидаться побольше. Но я, когда это делал постоянно, здоровье не бесконечно. Оно начало там желудок болеть, вот это гастриты всякие. То есть, в принципе, ты как бы, похмелье уже начиналось такое жесткое, что не хотелось этим заниматься. И даже у тебя болит желудок, ты пьешь какую-то ножку сначала, какие-то угли активированы, и потом все равно закладываешь. Вот, это же шизофрения, да? Вот такие вот вещи прикольные, да, в кавычках. И вот ничего не работало. То есть я хотел как бы бросить, естественно, потому что сколько раз мне было стыдно, сколько раз какие-то конфликты, полудраки, сколько раз всего этого. Но как ты можешь бросить то, что является подпоркой твоему кремому зданию? То есть если ты ее снимешь, то твоя башня завалится, потому что твоей жизни вот без этого нету. Ты как бы вплотную, ты слился, ты стал вот этим синим человеком, да? Ты как бы ничего не останется, если это убрать. И поэтому до тех пор, пока я не снял зажимы, я был синим человеком. Как только я снял зажимы, я сейчас не могу представить, для меня чужеродна мысль о том, что вообще как бы это ненормально. То есть потерять свое человеческое какое-то достоинство, обличие, накидаться, что-то вот это гнать, потерять свой вообще контроль над ситуацией, над миром. Зачем? Ну то есть для теперь вот все становится с точностью да наоборот. То, что для зажимного человека является как бы вот как кислород, он без этого дышать не может, для беззажимного он смотрит типа вот так вот, фейспалм. То есть для него это, боже, что я творил? И вот понимаете, то есть какие-то, может, моменты из того, что я вот на сегодня рассказал, вы как бы могли это в себе чувствовать, видеть. Какие-то вы даже, знаете, вы даже могли типа победить их в себе и такие, может быть, сказать даже типа, да что вот, я и так могу, я там типа, например, я и не пью, я тоже бросил или еще что-то. Друг, ты не понимаешь степень, то есть ты как будто это не делаешь, но ты не понимаешь степень того внутреннего ощущения и свободы, какое я испытываю. То есть я могу тоже, например, собраться, если очень надо, и раньше тоже мог. Вот прям, например, мне нужно 100% на эту встречу с этим человеком. Я мог себя просто вот настроить рогами, там вот не спать, вот как бы всю ночь вот так вот на себя накрутить и прийти.
но степень сложности, насколько это все сложно, насколько это все с таким трением, насколько ты не по-настоящему. Про это преодоление я тебе и говорю. Я понимаю, да. Вот сейчас мы до этого дошли, потому что не путай А и Б. Это как бы они сидели на трубе, но это разные вещи. Вот это преодоление, правильно, Ирина, говоришь. И ты как бы такой тоже, типа, я тоже могу, я вот и чуть-чуть, и деньги у меня есть, и я поддерживаю контакты и не пью. Это преодоление. Ты не понимаешь, каким бы ты мог быть, какая это легкость, какое это ощущение уверенности в себе, какая это трезвость в глазах, в голове. То есть ты по-другому видишь этот мир, ты себя по-другому видишь, люди тебя по-другому. Ты просто так вот как бы вот праздник, игра, сказка, понимаешь? Вот в чем дело. Или ты из вот этого серого мирка преодолеваешь, типа все сложно, везде пробиваешься. А я тебе говорю про жизнь как в игре компьютерной. Потому что когда ты играешь в компьютерной игре, чем она отличается от жизни? Потому что там как раз нету этих ограничений. Ты не думаешь, что мне стыдно, страшно, тревожно. Ты просто делаешь. Вот поэтому я говорю, это жизнь как компьютерная игра. Потому что ты просто вот захотел что-то, тебе понравился человек, и ты с ним вступил, и делаешь. Ты захотел какую-то идею, ты пошел, ее реализовываешь. И жизнь сама превращается, вот все, что ты имеешь вокруг, естественно. Там сразу деньги подтягиваются, вот это все, и другие возможности, сразу путешествия, семья и так далее. Потому что, когда ты такой человек, люди к тебе тянутся, они хотят быть с тобой. И наоборот, когда ты такой зажимный, беспонтовый, то тебя чураются. Вообще у людей так полно проблем. Конечно, зачем ты в принципе нужен, да? И какие-то такие, знаешь, маленькие штучки, типа вот там, не знаю, у каждого какая-то своя мечта, там, допустим, вот всегда мне там была вот мечта иметь там какую-то вот большую плазму, классный PlayStation и классный диван. И то есть вот, вроде такая глупость, да, вот детская какая-то идея. И когда ты можешь ее реализовать, ты кайфуешь. Когда хотел какой-то вот перстень всегда, и купил, и кайфуешь. То есть ты можешь своего ребенка внутреннего тоже побаловать, потому что у тебя появляются на это возможности. А это и делает нас счастливыми, понимаешь? Да. Давай, Ирина, ты что-то расскажешь, какую-то хоть одну штучку расскажешь? Вот ты вот интересно сказала про клуб. Да, и я, давай. Например, вспомнила, что я всегда, мне надо было что-то делать. Мне надо было что-то держать, что-то пить, что-то есть, что-то теребить. Но я никогда не могла просто стоять. Рот и руки, да, надо было забить. Конечно, было много. То есть ты можешь чуть-чуть перепить из-за того, что ты просто... Перекурить уж точно. Перекурить 100%. Одну за одной, потому что это очень классно в руках стоит. Опять же, тебе кажется. Тебе кажется. Да. Но тебе надо как бы что-то себя оправдать, что-то делать, чем-то заниматься. Мне даже нравилось, я такую херню скажу, мне нравилось, когда у меня был насморк, потому что это какое-то оправдание, что ты что-то там сморкаешь, что там... Ого, прикинь, какая паранойя, да? Ты такой разговариваешь в нос. Типа такой чуть не как ты обычный, немножко такой, да, другой. Немножко имеешь право быть немножко таким. Вау, алиби имеешь, почему ты такой, да? Нифига себе. Немножко. Я тоже, кстати, помню, что вот всегда ты что, то есть только вот выходишь, тебе на работу идешь, тебе вообще плохо, какая-то сигарета, ты вышел, какой-то как чекпоинт, во-первых, в голове, надо. А во-вторых, там стоишь, вот этот автобус ждешь, а там стоит, на завод, когда едешь, а там типа еще человек 100. И по-любому, вот, несмотря на то, что тебе тошнит, несмотря на то, что у тебя болит горло, то, что руки, ты будешь это делать, потому что вот эта степень внутреннего напряжения, когда все рядом, и ты как бы вот не знаешь, куда сидеть, проще курить сигарету. Вот, кстати, напряжение всегда максимальное. Максимальное. От людей посторонних. А из-за этого потом, после того, как все где-то ты там походил, коммуницировал с людьми, а потом вечером ты себя очень много коришь, что ты там или не сказала, как они подумали, какой ты был неуклюжий, какой ты был там зажатый, или наоборот, что ты себе позволил слишком много. И вот это все постоянная такая вот в голове какая-то хрень. То есть ты внутри всегда это прокручиваешь, в принципе, да? Внутри себя постоянно ты либо анализируешь то, что нужно было подойти, сделать, не сделал, либо нахрен я это сказал. То есть у тебя по-любому как бы диалоги внутри о прошлом в основном. И так редко, когда у тебя вот что-то так хорошо получилось, и ты доволен, и вроде как и людям зашло, и ты такой счастливый, и ты от этого вот кайфуешь. Но это так редко получается. Кстати, вот это ты сейчас классно сказала. Ребята, вот этот вот милипусенький день, когда он бывает, не знаю, один раз в году или когда-то, когда вот фартит, получается, когда ты внутри себя как будто чувствуешь попутный ветер, и ты идешь, и вот ты более легкий в 2 раза, в 3 раза, чем обычно. Ты идешь, какая-то девушка на улице тебе тоже улыбнулась, ты ей улыбнулся, и кто-то у тебя вот закрутилась какая-то химия. Вот это хоть чуть-чуть показывает, подсвечивает то ощущение, которое испытывает беззажимный человек всегда. Это как бы, это, понимаешь, это вот сквозь тучи, сквозь твои зажимные тучи
пробился лучик беззажимности, связанный с какими-то хорошими новостями, с твоей биохимией какой-то, может вот что-то с этим. И ты хоть чуть-чуть на секундочку стал вот как бы немножко ближе к своему настоящему образу. Вот немножечко. И вот люди бы поняли, что норма не то, как раз таки, Именно. а норма вот это. Именно. Я тебе скажу, это даже, ну, типа, во-первых, так, да, то есть вот это вот лучик, это и есть нормальное состояние, а то, в чем вы живете, это даже неплохой день, это просто такого не бывает у беззажимного человека. Болезнь. Это как бы, типа, это уже болезнь, да, это типа болезнь. То есть, соответственно, у меня тоже, допустим, бывают дни, которые просто вау, а бывают просто окей. Но у меня не бывает такое, что ты сидишь и вот это какие-то в депрессии, какие-то вот в чернухе этой. А раньше оно просто вот как твое естественное вечернее состояние. Ты остался дома, ты ложишься в кровать, и пошло диалоги эти поднакидываются. Да. Либо ты вспоминаешь, что было, либо ты вспоминаешь давнишнее, что было, какие-то обиды, либо ты думаешь сегодня, как я вот это, либо ты переживаешь за завтра, там, за неделю вперед, что там будет какая-то встреча или какие-то там денег не будете заплатить за квартиру. Короче, а где в этом всем жизнь, ребята? Где в этом всем жизнь? Ты в любом случае живешь больше как бы в голове, а не в настоящей жизни. Не в моменте, вот как вы все хотите жить в моменте, а в моменте ты живешь только, когда ты свободный. Когда имеешь право вести себя так, сяк, ты выбираешь. А когда нет, то ты живешь только в голове, подумая, как надо было сделать или как надо будет сделать потом, что вообще было. А вот в жизни ты ловишь какой-то ступор, ты ничего не можешь сделать, ты ведешь себя как-то странно. И потом только себя затыкаешь. И вообще получается, вот ты говоришь в моменте, вот все стремятся к этому моменту. Да. Вы понимаете, что такое вообще, вот, что такое есть вот этот вот момент, когда он образуется? То есть вот именно не с точки зрения философии, йоги, эзотерики, я говорю с точки зрения нейрофизики, вот биологии и так далее. То есть представь, вот у тебя есть мозг. Этот мозг, он является и генератором идей, и анализатором импульсов, которые к нему приходят. И вот когда к нему не приходят импульсы, соответственно, зажатые, зажимные из прошлого этой боли, вот тогда формально он и находится в моменте. Ты понимаешь, в чем дело? То есть вы только вдумайтесь. То есть у вас есть внутри, во всем теле фасции. Там есть застрявшие импульсы. Вот вы пережили там, не знаю, в 10 лет какую-то боль, страх, тревожность. Это была не просто мысль. Это как бы ваше все тело скрючило. И там в одном месте, бац, вот это вот зажатый триггер как бы этой ситуации. Другой, третий. И вы насобирали, допустим, 150 таких ситуаций в течение жизни. И вот они просто теперь как вот зеркало. Ты по-любому встречаешь каждый день определенные вещи, которые так или иначе сопоставляются с этой ситуацией в детстве. И каждый раз, когда оно сопоставляется, оно как бы, activated, то есть как бы загорается красным лампочка. И то есть она идет, ты даже не понимаешь откуда, вроде был хороший день, нормальный. Загорелась, уже пошла какая-то тревожность. Загорелась, уже пошел какой-то страх. И то есть ты не можешь быть в моменте, потому что этот момент выбивают застрявшие импульсы. Они идут по афферентному каналу напрямую в твой мозг, да. И все. И получается, твой мозг вынужден анализировать то, что туда приходит. Потому что если ты возьмешься за горячую сковородку, и если ты не будешь это анализировать, то твоей руке хана будет. Так вот, для твоего мозга вот эти внутренние сигналы боли, психотравм, это то же самое. Он их обязан. Они как бы напрямую. Они, знаешь, как вот ты сидишь, мозг сидит там, дверь закрыта, как начальник. Они просто заходят с ноги. Они не стучатся, не спрашивают. Они просто с ноги выбивают и говорят, мы тут. Вот в этом-то и проблема, понимаешь? И поэтому я говорю, что афферентные, то есть которые идут прям напрямую из тела, они сильнее, чем эфферентные, которые, то есть, извне приходят через мозг, понимаешь, да? То есть, потому что разный приоритет. Взял за горячую сковородку, нет времени думать, размышлять, правильно, неправильно, надо действовать. Вот поэтому, ребята, и вот тебе вся магия, мистика, эзотерика в моменте, да? А то есть, человек, который снял зажимы, у него нету такой вообще функции быть не в моменте, потому что он в нем находится всегда. Ты всегда внутри в тишине. У меня никогда нету вот этого внутреннего диалога именно о каких-то проблемах, страхах, переживаниях. У меня внутри, да, 24/7, но идеи, муза, книга, открытие, сопоставление каких-то вещей извне в мире. В этом-то и разница большая, что ты как бы не в каких-то травмах живешь, в каком-то ущербности, в каких-то лимитах, а ты наоборот, получается, ты как открытый компьютер, сканируешь все вокруг, и оно там, то есть вот в этом плане. И все. Это же как бы, блин,
И вот сколько вот тут это вот говорим, вот это вот, какие нужны доказательства, какие нужны объяснения, какие нужны вот вообще еще фишки, бонусы, чтобы понять, что это просто без этого жить невозможно, что это всей планете надо, и что хрен с ней с той планетой. Вам это надо, это ваша жизнь, ё-моё. Что вы хотите услышать? Какой такой должен наступить день? Какой должен быть наступить ролик? О чем? Чтобы ты такой, типа, ну ладно, давай. Да, попробуй, не буду я жить вот так вот, как бы, ущербно, как я живу, я попробую, как бы, жить. Ну, блин, годы идут уже. У меня, допустим, канал 8 лет. Я уверен, что среди этого канала есть люди, которые начали меня смотреть, ну, типа, а-ля там 6 лет смотрят, например. И типа, давай, молодец, Александр, топлю за тебя. Так я тебе что, сказки рассказываю? То есть в том плане, что я какой-то как будто комик, который просто посмеялся и разошлись. Я же говорю о конкретных вещах. А ты просто смотришь на это как на развлекательное шоу. Но жизнь не меняется от шоу. То есть вообще нету предела тому, как удивляешься и удивляешься этому всему. Давай немножко вот покажем, каким образом вообще, допустим, это бы решалось. Что я вообще открыл, то есть каким образом мы с этим боремся, да? Давай. То есть абсолютно революционным методом, ни на что не похожим. Потому что мы работаем с этими застрявшими импульсами. То есть я вас сейчас попрошу настроиться, вот прям все, откинуть все, и вот послушайте меня. Любая мысль, любая эмоция, это не просто мысль и эмоция. Мысль – это импульс. Импульс, который идет по нервным окончаниям внутри вашего тела. И она идет через такую ткань прозрачную, которая называется фасция. Эластичная ткань, внутри нее нервные окончания, они проходят и пропитаны. Соответственно, эта фасция, она находится под кожей и сверху мышц. Соответственно, вот животик придется оголить. Попрошу, да. То есть, соответственно, когда, например, вы мне там говорите про какой-то там висцеральный массаж или еще что-то, вы делаете висцеральный массаж. Это остеопатия и так далее. Это не имеет ничего общего с тем, что я говорю. То есть висцеральный массаж – это когда вовнутрь, туда, вглубь, что-то там проминают, убирают напряжение. Ключевое – напряжение. А зажимы – это вообще противоположное от напряжения. Зажимы – это такая область, которая имеет под собой импульс психотравмы. Это как фасциальная капсула. Соответственно, эта капсула, она живет на поверхности. То есть, условно говоря, чтобы ее задеть, нужно не вот так вот брать много, потому что так не работает. А ты должен взять вот самый верх, вот так вот, видишь? Вот такую вот штуку, то есть малюсенькую. Тогда ты захватишь фасцию, и тогда ты деактивируешь это при помощи экстракции. То есть смотри, ты берешь это, и опять же, смотри, не вот так вот месишь, не вот это вот не делаешь. Нет, нет, нет. Ты берешь, ставишь пальцы и делаешь вот так. Видишь, что происходит? Ты резко от этой точки вверх, резко вверх, вверх, вверх. На одном месте вот так вот 10 раз. Бэм, 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 бэм. У тебя примерно с 3-го раза, с 4-го раза, вот так вот, туф-туф-туф, и ты, то есть ты начнешь чувствовать ощущение, как будто бы у тебя, знаешь, как будто пальцы с иглами, как будто бы там огонь какой-то, как будто бы тебя каким-то углем обожгли. Так и должно быть, потому что у тебя там застрявший импульс психологической боли. И чтобы, как по закону физики, ничего не исчезает, все лишь как бы меняет свою форму. То есть, условно говоря, ты испытал психологическую боль, она законцентрировалась в теле, теперь она стала физической. Чтобы это выпустить, тебе нужно выпустить эту физическую боль отсюда, и тогда уйдет вся вот эта история. То есть ты не можешь путем массажей, разговоров, через приятное, через хорошее договориться с этим и избавиться от этого. Нельзя. Потому что ты будешь работать, когда ты массаж делаешь и так далее, ты работаешь с напряжением. Напряжение это вот, ты пошел сегодня, день был не очень, у тебя все психосоматикой напряглось, и ты как бы такой ходишь, тебе плохо. Пошел на массаж, расслабился, стало неплохо. Вот это напряжение. А зажимы – это даже то, что ты в принципе не ощущаешь. Это наоборот как слепые зоны в твоем теле, которые работают вообще по противоположным принципам. Они больно тогда, когда ты их активируешь. Вот тогда ты такой, зажим. А напряжение, наоборот, болит всегда. Ты когда просто даже сидишь там за компьютером, болит. Это напряжение. У тебя болеть не будет. Да, понимаешь, противоположные вещи, ребят, абсолютно противоположные. То есть напряжение, понимаешь, это штука, которая может напрячься и расслабиться. Напрячься и расслабиться. А зажим – это мертвая точка, мертвая зона, которая вот уже изменила структуру своей ткани.
То есть она не может, там нету импульса между связи, между мозгом и этим участком должного, нету связи. Оно не может делать вот так, оно просто застыло уже навсегда. И получается, вы тоже путаете, такое есть понятие, вы говорите, психосоматика. Нет, психосоматика это когда вот тебе в жизни нагрузили какие-то события, и ты такой типа вот из-за того, что в жизни напряжен, в голове напряжение и пошло в теле напряжение. А это сама-то психика, понимаешь? То есть это когда в теле у тебя зарождается что-то и влияет на твою психологию. Я про это и говорю, что это вообще противоположные вещи. А вы как бы вместо того, чтобы услышать ту революцию, инновацию, которую открыли, вы приходите с чужим самоваром, ну, наоборот, со своим самоваром в чужой монастырь и не понимаете, что тут закопан клад. И поэтому пытаетесь всунуть, типа, как будто бы Александр какой-то дилетант, который только вот в камеру включил и сделал. Александр последние 8 лет этим живет 24/7. Ты просто что-то где-то услышал, прочитал 3 книги. Это разные вещи. То есть это моя жизнь, это моя страсть. То есть я Месси на этом поле, я Месси. Ты не можешь быть просто потому, что ты не Месси. Потому что ты рожден для чего-то другого. А то есть это вообще моя игра, как бы, знаешь. И то есть я по-любому здесь на 3 головы вперед. Потому что это единственное, что в этой жизни, от чего я горю. И никто бы в жизни так не смог вот просто говорить, твердить, открывать и так далее. Без каких-то там помощников, без каких-то там грантов, без ничего. Вот я просто сам это один в поле воин. И вместо того, чтобы взять вот этого вот гениального человека, внедрить в свою жизнь и стать жить по-другому, вы занимаетесь не тем, совершенно не тем. Усложняя, ища оправдания, почему нет, не понимая то, о чем я говорю, и пытаясь их всунуть в свою старую картину мира. А как ты хочешь всунуть в старую картину мира, если это новое, ты понимаешь? Новое. То есть как ты можешь всунуть, как ты можешь всунуть автомобиль в картину мира лошади с упряжкой? Это не можешь. Как ты можешь всунуть интернет в картину мира почты старинной, где письма шли? Ты не можешь. Это как бы разные вещи. Это новый этап. Пока вот наша планета не встанет на новые рельсы, я буду говорить, потому что, условно говоря, человек, который открыл электричество, он не может просто жить вот так вот спокойно и смотреть, как просто мир вот на дровах, на фонарях, на керосине. Он не может, потому что он живет в мире, где есть электричество. Он, то есть, понимает, да, он просто не может, потому что это невозможно держать вот как бы внутри себя такую, как в тайне. Невозможно довольствоваться миром, в котором этого нет, когда оно... Как я могу смотреть, как вот подумай просто. Когда я, например, иду по улице и вижу вот этого человека, я понимаю, что вот он сковеркан полностью этими зажимами, я сразу же в голове сравниваю, ага, это получается вот так у него так, вот такое-то было у него детство, сейчас у него такое-то поведение, вот это все так вот он мучается сейчас. И как я что должен такой, типа, как, да похер, типа, пошел, пойду я дальше. Я так красавчик, у меня нормально. Это какая-то, понимаешь, эта логика очень как раз ущербная. Это логика каких-то вот, где в Индии какой-то там раджа сидит, у него там миллиарды, а те сидят, землю жрут, понимаешь? Я так не могу и не хочу, это не мои ценности. Я не могу жить в мире, как бы, типа, мне все равно на это, делайте, что хотите. Вот как-то внутри меня это бурлит всегда. И поэтому я как бы для этого и все делаю в этой жизни, чтобы проснулись люди и поняли, что не тем мы занимаемся, мы уже можем пойти на новый виток. То есть оказывается, что нет вот этих вот проблем, нет вот этого вот всего. Не нужны эти сессии отсталые, не нужна эта психология Фрейда 150-летней давности. А оказывается, можно напрямую пойти. То есть решать проблему не проговариванием ее, а напрямую устраняя импульс, который вызывает эти мысли. Это же революционная мысль. Вот и все, ребятки, вот и все. То есть я дал вам какую-то вот такую, знаете, просто наводку для того, кто вообще, у кого голова есть и у кого там открытая форточка, он должен сейчас просто офигеть и понять, что ё-моё, как я этого искал всю жизнь. И здесь животиком проработайте, проработайте вот на одной точке, бам-бам-бам-бам-бам, 10 раз, больно, дальше, дальше, дальше. И вот всю область живота. И посмотрите, что будет с вашим поведением. Посмотрите, как вы изменитесь вообще визуально, лицо у вас. Вы по-другому будете себя вести, по-другому чувствовать этот мир. Уйдет как бы тревога, будет все по-другому будет, ребята. Мистика просто, фантастика, понимаете? То есть доверьтесь, откройтесь и сделайте. Не жалея себя. Не то, что типа, ай, мне больно, я там не могу. Ну, конечно, больно, потому что твоя жизнь переполнена вот этой болью и всем тем, что ты пережил. Ты должен это выпустить из себя. Как на войну, знаешь, пришел... типа я хочу вот это вот прошлое все вырвать из себя. Вот так вот сделай, и твоя жизнь уже совершенно станет другой. Когда ты поймешь это все, ты поймешь, какой тут бриллиант закопан, и ты такой, да, я хочу как бы вот весь отмыться. И тогда ты можешь прийти уже ко мне, есть код фасции, проект, который выстроен просто от начала до конца.
правильные последовательности, все зоны правильно. То есть, потому что там это не просто так, ты не можешь делать везде одинаково. Там каждая зона — это абсолютно противоположные вещи. Если ты сделаешь, например, точно так же, как в животе, ты сделаешь, например, на сексуальности, сексуальных зажимах, то у тебя будет, наоборот, блок усилиться. И наоборот, то есть как бы определенная последовательность. Антидоты. Да, это глубинная как наука, это как отдельное направление. Как знаете, вот какие существуют, там, например, кинезиология, да, существует, остеопатия существует. Вот это вот другой взгляд на человека, код фасции. Это как бы совершенно по-другому. И оно требует погружения. Но в отличие от, например, остеопатии и тому подобных вот этих тяжелых направлений, в которых нужно годы потратить, и потом ты как бы что-то там тоненько делаешь, короче, вот что-то там, вот какие-то откаты, вот это все. Нет, здесь 2 недели. Я просто прошу людей, вот откиньте как бы чуть свою жизнь 2 недели. Просто сделайте, как вот каждое видео увидели, повторили, внимательно все. И вы через 2 недели другой человек, такой же, как вот бесконечно пойдет. Бэм, 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 до после. Просто смотрите их лица и понимаете, что это был один такой человек, стал другой. Это совершенно другой уровень личности, силы, красоты, всего-всего-всего. И таких у меня уже есть сотни, текстовых у меня уже там вообще 1000, я не знаю, сколько у меня их есть за все это время. То есть вот специальная группа в Telegram, заходите, смотрите, все читаете, вся программа, как выстроена, как вот все-все-все, никаких вопросов у вас не будет. Официальный сайт существует этой концепции, код фасции. В Дубае, если кто-то есть, у кого есть конкретные какие-то выходы и возможность это толкнуть серьезно, можно обсудить тоже в этом плане. Потому что за этим будущее, ребята, я как раз здесь, потому что я на передовой этой всей истории. Только не надо какие-то там оторванные от реальности вещи. Я говорю про конкретику, про конкретные шаги, конкретные высокие люди, конкретное положение, конкретные как бы действия, понимаешь, да? То есть вот о чем я говорю. И пока это вот, знаете, как биткоин на начале, вот сейчас нужно сюда запрыгивать. Потому что сейчас вы настолько близки к первоисточнику, что вот как бы я через камеру вам говорю. Вы думаете, что через 15 лет это будет точно так же, и буду вот, то есть я буду уже решать, как эти знания глобальные будут двигаться по миру, а не конкретно заботиться там о какой-то истории одного конкретного человека, понимаешь? То есть самое время. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось ли мне достучаться. Узнаете ли вы какие-то вот эти вот вещи в себе? Я хочу видеть эту связь между вами и собой, чтобы понимать вообще, как вот мне достучаться, потому что, поймите, очень трудно, очень. Потому что вы живете как в одном мире, говорю, как пьяные. А то есть тут беззажимный, ты по-другому как бы мыслишь, по-другому все. Я хочу подсветить вам, показать, дать понять. Поэтому мне нужна обратная связь от вас, ребята. И также в Telegram-группе, то есть вот официальный канал Свободного человека, там 13 тысяч уже с половиной людей, то есть там регулярно и как информация и из моей жизни непосредственно какая-то личная, то есть там где я живу, куда поехал, какие-то путешествия, оценки мира, реализма, то есть не то, что там какие-то сопливые вещи, нет, именно конкретики. И также плюс к этому вы постоянно там увидел какое-то видео новое, оцениваю, разбор какого-то человека, то есть там как отдельный YouTube-канал в рамках Telegram-канала. Вот такая вот история. Поэтому, конечно же, оно не повторяется. Контент в Телеграме не повторяется с контентом в YouTube никогда. Поэтому очень рекомендую вам подписаться. И, естественно, все, комментарии есть, лайки есть, подписка есть. И увидимся в следующем видео. Пока. А мне, знаешь, что понравилось? Что получается ролик, как будто бы ты, я и третий человек. Это очень хорошо вытаскивает тебя ближе к людям, и как будто очень близкая, тесная такая связь. И ты можешь слышать их, они слышат тебя, и это очень круто. Да, так, магический треугольник через комментарии, слышно, общаемся. Да. Так и будем общаться, так и будем. Круто. Все.